Приветствую, друзья! Я давно не снимал видео, потому что у меня произошло в жизни несколько не очень приятных событий, но мне жена подарила ДНК-тест, и по результатам у меня нашли финский и скандинавский ген. И поэтому я решил снять видео о религии викингов, скандинавов. Потому что, посмотрев YouTube, я не нашел какого-то интересного видео на эту тему. Мнение большинства людей о религии викингов берется из модных сериалов, таких как «Вальхалла», «Викинги». Поэтому я буду опираться исключительно на исторические источники. Подписывайтесь на наш канал и приятного вам просмотра. Между Русью и Скандинавией были теснейшие связи, что подтверждается и историческими источниками, и археологией, и генетическими исследованиями. Эти берсеркеры, так как они являлись не просто воинами, они еще были шаманами, охотясь на этих зверей, похищали их душу. Среда у нас это Wednesday, день Вотана, то есть Одина. Они могли убить человека, который гулял в горах, просто сбросив ему там камень на голову. А также вот эти тролли были такими оборотнями. И вожди решили принести в жертву короля. Мы находимся в городе Брюгге. Это название на самом деле староскандинавское. Звучало раньше это как Бригья, и переводится это как просто стоянка лодок, потому что в этот город часто с набегами приходили викинги. Чем нам интересна эпоха викингов с религиозной точки зрения? Дело в том, что викинги, то есть, правильно сказать, скандинавы, жители Норвегии, Дании, Швеции, Исландии, это были последние люди, которые придерживались веры в старых германских богов, таких как Один, Тор, Фрейр и других. Я говорю германских, потому что изначально это германская традиция. Этой традиции придерживались люди, которые жили и в Скандинавии, и в Германии, здесь, в Бельгии, в Нидерландах. И всю эту область еще римляне называли Великой Германией. Все эти люди говорили на одном прогерманском языке и верили в одних и тех же богов. Ну, естественно, с небольшими региональными различиями. Постепенно эти германские племена начинают мигрировать. Часть племен дошли до севера Италии, и именно поэтому сегодня в Италии есть регион под названием Ломбардия, который берет свое название от германского племени лангобардов. Потом они доходили также до Британских островов, причем практически полностью вытеснив коренное население Британии. Именно поэтому в Британии были такие государства, как Сассекс, Уэссекс, Эссекс. То есть во всех этих названиях присутствует название племен германских саксов. И самое могущественное такое государство в эпоху викингов в Западной Европе – это королевство франков. Мы знаем, что франки и бургунды – это тоже германские племена, которые просто мигрировали на запад, в так называемую Галлию, и смешались с местным кельтским населением. То есть если мы посмотрим на карту, мы увидим, что у нас на севере германцы, а потом уже южнее и западнее – это кельты. Но тут происходит ключевой момент в религиозном смысле. Все эти германские племена начинают становиться христианами. Британские острова, Италия, то есть лангобарды, тоже постепенно под давлением церкви перешли в христианство. И остается лишь небольшая область в Западной и Северной Европе, так называемая Фризия в Нидерландах, где люди продолжают исповедовать свою старую традицию. Фризов еще долгое время никто не беспокоил, и они продолжали придерживаться своей традиции. Пока к их несчастью на свет не появился такой деятель, как Карл Великий, который не просто крестил фризов, он уничтожал их священные рощи, он уничтожал их жрецов, и в 772 году он уничтожил священное древо саксов под названием Ирминсуль. Тут важно понимать, что саксы думали, что если уничтожить это дерево, то небо упадет на голову. Сейчас это кажется забавным, но для людей того времени это была реальная проблема. Спустя еще 100 лет, примерно в 850 году, Рудольф из Фульде описывал Ирминсуль как «universalis columna quasi sustenens omnia», то есть универсальный столб, как бы все поддерживающий. Все германские племена стали христианами, и память о старых богах лишь сохранилась в германских языках и в английском. То есть мы видим, что
Среда у нас это Wednesday, день Вотана, то есть Одина. Вторник это Tuesday, день бога Тюра. Кстати, Тюр был верховным божеством у германцев, и чуть дальше я объясню, каким образом Один занял его место. Четверг у нас это Thursday, день бога Тора, или по-немецки Donnerstag. И, наконец, пятница это Friday, день богини Фрик, супруги Одина. Теперь давайте перенесемся в саму Скандинавию. Естественно, что скандинавов пытались захватить и крестить иностранные войска, но это никому не удавалось. И впоследствии у скандинавов появился свой собственный креститель, известный как Олаф Трюгвасон. Кстати, интересно, что Олаф провел свое детство на территории Руси и воспитывался при новгородском княжеском дворе. И тут есть такой любопытный момент. Вот у каждого из слушателей, думаю, стоит на полке книжка «Мифы и легенды Древней Греции». Нам с детства читают про Геракла, Афродиту, Зевса и так далее. А о скандинавской мифологии и религии мы практически ничего не знаем, хотя, казалось бы, между Русью и Скандинавией были теснейшие связи, что подтверждается и историческими источниками, и археологией, и генетическими исследованиями. И тут мы, скорее всего, имеем дело с тем, что давайте представим себе 50 мужиков, северян, которые плывут в одном корабле, приходят на территорию Руси и встречают прекрасную славянскую женщину. Естественно, что у них рождается ребенок, а у этого ребенка, так как папка, северянин, уже идет по своим творческим делам, не будет бабушки и дедушки, которые ему рассказывали бы о сотворении мира, о Рагнарёке, о смерти Бальдра. То есть тут мы имеем дело с такой прерванной религиозной традицией. Также мы знаем, что скандинавское и славянское язычество имело в себе очень много общего. Мы видим схожие черты между Тором и Перуном, но, к сожалению, о славянском язычестве, в отличие от скандинавского, мы практически ничего не знаем. И этому тоже есть свое объяснение. Дело в том, что в богом забытой Исландии появился уникальный человек Скальд Снорри Стурлусон, который первый систематизировал всю германо-скандинавскую мифологию и описал богов, их функции и за что какой бог отвечает. Также, по всей видимости, в Скандинавии представителей старой веры не гнали таким жестоким образом, как, например, это было на территории Руси. Это подтверждается тем, что когда крестилась Русь, все, например, люди сразу получали имена христианских святых, в то время как в Исландии мог быть христианский епископ с именем Торлак или Одинкар, да, представьте, то есть у епископа прям в корне имени языческое божество. Также это и подтверждается еще старыми исландскими законами, которые говорят о том, что человек, который недавно крестился, в принципе, иногда может отпадать от христианства и продолжать верить в своих старых богов. А главное условие, чтобы он это делал тихонько. То есть запрещена была пропаганда. Человек не мог поставить там где-то идол Фрейру на видном месте и приносить ему какие-то жертвы. Когда мы читаем мифологию, составленную, собранную, написанную Снорри Стурлусоном, старшую Эду, младшую Эду, она может показаться во многом такой неясной, туманной, загадочной, и это является таким признаком ее аутентичности. То есть она, скорее всего, настолько древняя, что восходит к тому времени, когда все германские племена были единой общностью, то есть к великому переселению народов. Перед тем, как поговорить о такой повседневной религии, давайте немного коснемся мифологии и посмертия человека. Когда ставится вопрос о сотворении мира, северные поэты из Скальды, чьи песни сохранились в сагах и эддах, отвечают таким образом, что вначале, когда не было ни моря, ни суши, ни воздуха, существовала могущественная сила Альфёдр, Всеотец, Отец всего живого, который представлялся невидимым и вечно существующим. А в центре мироздания была огромная такая зияющая пропасть, бездна бездн, бездна под названием Гинунгагап. К северу от этой бездны находился холодный и туманный мир Нифельхейм, а к югу от бездны находился другой мир Муспельсхейм, стихия огня. И по воле Всеотца, при взаимодействии этого холода и жара, в бездне Гинунгагап рождается первый инеистый великан Эмир.
Эмир начинает рыскать в поисках еды и встречает чудесную корову Аудумлу, которая тоже была создана по воле Всеотца. Из ее вымени шли молочные реки, Эмир напился и уснул. Пока он спал, у него рождаются дети, сын и дочь, и они становятся прародителями инистых великанов, йотунов. И вдруг корова тоже была голодна, она находит какую-то ледяную глыбу, слизывает с нее соль, появляются волосы, голова, и таким образом на свет рождается бог бури, могущественный первый человек, который, кстати, был дедом Одина. А потом великан Эмир со своими детьми просыпаются и видят, что пока они спали, появился какой-то бог бури, а у него уже еще и сын Бор есть, отец Одина. И таким образом великаны начинают войну против богов, и в этой войне никто не мог победить, пока у Бора от великанши Бестлы не родились трое могущественных сыновей – Один, Вили и Ве, которых принято рассматривать как три ипостаси единого целого. И вот эти трое могущественных сыновей со своим отцом Бором убивают великана Эмира и из частей его тела создают наш мир, срединную обитель Мидгард. Тут важно понимать, что великаны, олицетворяющие собой силы хаоса, и боги, олицетворяющие собой силы порядка, они в определенном смысле постоянно друг с другом взаимодействуют, сотрудничают, ну и по сути они являются родственниками. Мы видим, что Один рожден от великанши, старший сын Одина, могучий громовержец Тор, тоже рожден от великанши Фьоргюн или Йорд. И вот этот известный бог коварства германо-скандинавской мифологии Локи является тоже йотуном. Хотя, да, он через некий обряд кровного побратимства с Одином имеет доступ в обитель богов Асгард. Верховный ас, бог Один, его расцвет приходится именно на эпоху викингов. До этого верховным богом у германцев был Тюр, бог войны, чести и клятв. Каким образом произошла вот эта вот замена верховного божества? Скорее всего, это произошло из-за переосмысления мифа. Было пророчество о том, что огромный монстр, такой волк Фенрир, станет причиной гибели асов. И асы, чтобы себя обезопасить, боги придумывают такую игру. Подходят к Фенриру и говорят: давай мы тебя будем пытаться сковать разными цепями, а ты будешь пробовать из них выбраться. Фенрир говорит: да, пожалуйста, давайте. Один раз его сковывают, он выбирается, второй раз его сковывают, опять выбрался. И на третий раз боги идут на хитрость и с помощью гномов создают путы магическим способом, используя несуществующие вещи, такие как там рыбьи голоса, птичья слюна, женские бороды вот и тому подобное. И тут Фенрир понимает, что его хотят обмануть, и говорит: хорошо, я залезу вот в эти путы, только давайте в качестве залога, что вы меня не обманываете, бог чести и клятв Тюр вложит свою правую руку ко мне в пасть. И Тюр на это согласился. Он вставил руку ему в пасть, Фенрира расковали, и Фенрир выбраться не смог. И он откусывает правую руку Тюру. В этой ситуации Тюр, как бог чести и клятв, выступает клятвопреступником. То есть он жертвует собой, он жертвует своим статусом верховного божества, и на его место приходит или узурпирует его власть бог Один. И с тех пор Один становится краеугольным камнем всей германо-скандинавской религии. Его имя в прагерманском звучало как «водунас», в древнеанглийском «воден». Вот этот корень «вод» переводится как некая вдохновенная нуминозная деятельность, а суффикс «ан» — это хозяин или владыка, то есть «воден» — это владыка нуминозного. И, наконец, в древнеисландском Один, что переводится как повелитель безумия или одержимый, или же неистовый, вдохновленный, яростный, находящийся в выступлении, или же дух и поэзия. У Одина огромное количество так называемых хейти, то есть имен. Например, Альфёдор, Всеотец, Игр, Ужасный,
Бёльверкер, злой, Драугодротин, владыка мертвецов, Глапсвидер, находящийся в выступлении, или такие более простые, как Век там, находящийся в пути, или же Фьёльнир, мудрый или многоразный. То есть все вот эти имена являются разными ипостасями Одина. Если мы посмотрим другие индоевропейские традиции, мы обратим внимание на то, что у других народов верховным божеством чаще всего был именно громовержец. У индусов это Индра, у греков Зевс, у славян Перун, у балтов Перкунос, у финнов Укко. А тут у германцев верховным божеством становится бог, о котором Адам Бременский пишет, что «Воден эдист фурор», то есть Один — это ярость. Но тут имеется в виду, скорее всего, такая ярость творческая, потому что это бог, который приносит сам себя в жертву себе же, пригвоздив себя к мировому древу Игдрасиль своим же собственным копьем. После этого он обретает мудрость, он получает знания рун, о которых я сниму отдельное видео. И таким образом Один — это бог-воин, бог-маг, шаман. Он путешествует по мирам, он также является и демиургом, и он становится верховным божеством закрытой касты воинов. Этих воинов мы знаем под названием берсеркерами. Это были люди, которые одевали звериные шкуры и посвящали свою жизнь полностью Одину. И еще, скорее всего, во времена Бронзового века у германцев была такая традиция охотиться на волков и медведей, потому что эти звери, они олицетворяли собой таких духов зимы. И на них охотились, тем самым убивая такого зверя, ты как бы приближаешь к себе лето. Эти берсеркеры, так как они являлись не просто воинами, они еще были шаманами, они, получается, охотясь на этих зверей, похищали их душу, их жизненную силу. Они выпивали их кровь или съедали сердце, одевали на себя их шкуру. И таким образом свою жизненную силу этот берсеркер мог куда-то перенести. И благодаря этому он становился неуязвимым. То есть для людей того времени была очень важна мысль о том, что жизненную силу человека, благодаря шаманскому ритуалу, можно вытащить из себя и поместить в какой-нибудь предмет, там, в яйцо, в дерево или, например, в другое животное. Смысл берсеркеров был в том, что они, полностью посвящая себя, свою жизнь Одину, они стремились стать энхериями. Энхерии — это те воины, которые пали в битве и попадают напрямую в Вальхалу к Одину, и потом впоследствии будут сражаться в его рядах в день Рагнарёка. И если воину каким-то образом удавалось избежать смерти в бою, то это была для них большая проблема. И такой человек мог совершить ритуальное самоубийство, прыгнув, например, на собственный меч или бросившись там с обрыва. Все это делалось для того, чтобы избежать так называемой соломенной смерти. Потому что если человек умирал обычной крестьянской смертью от болезни в постели, то это была прямая дорога в пространство Хель. Хель — это не ад, то есть не стоит это переводить с английского как hell. Это просто великанша по имени Хель, которой асы дали в управление вот это вот царство мертвых. И это не то место, где жарят черти, да, там в христианском понимании. То есть это такое просто место такой невероятной такой бессобытийности, уныния, где душа просто так ожидает медленно своего следующего перевоплощения. Но с другой стороны, есть что-то похожее там на ад, это пространство Настронт, переводится как берег мертвых. Это место, куда попадали клятвопреступники. Вот там действительно, там надо было через ядовитые потоки такую душу пропустить, и потом в итоге в котле пожирал кости дракон Нидхёг. Но в любом случае это более гуманно даже, чем там тот же дантовский ад. И поэтому жители Северной Европы, они содрогались об одной мысли, о том, что они могут попасть в вот это пространство Хель. Так что, как мужчины,
так и женщины не брезговали совершить вот это вот ритуальное самоубийство, то есть женщины тоже могли себя заколоть клинком, который был подарен при замужестве, и это делалось для того, чтобы как бы души супругов попали в светлое пристанище богов. Теперь давайте перейдем к такой более повседневной религии скандинавов. Для начала надо развенчать некий миф о том, что язычник того времени — это человек, который с утра до ночи молится богам. На самом деле это чисто христианское мировоззрение, и для людей того времени это было вообще не характерно. То есть не было такого, что человек думает о том, что вот тут у него Один стоит, тут за ним Тор, и они прям смотрят за каждым его действием. На самом деле люди того времени, они были просто анимистами, то есть они верили в то, что у каждой вещи есть своя душа, да, там у дерева своя душа, у камня, у реки. Об анимизме я уже рассказывал в видео про балтских язычников, посмотрите его, кто не видел. И, то есть прекрасный пример анимизма — это когда вот ребенок, например, он ударился об стол, и он там потом бьет этот стол в ответ, да, ругает его. Таким образом ребенок вот этот стол наделяет индивидуальностью. Вот это то, что было у людей того времени. И в исторических источниках действительно есть лишь небольшая горстка примеров поклонения именно богам. То есть, скорее всего, человек мог как-то контактировать с богами, но это было там, например, раз в 9 лет в Упсале, ну, либо в момент какой-то экстремальной жизненной ситуации, да, то есть воин, когда он словил, там, не знаю, копье в ключицу, то есть, возможно, он мог увидеть там валькирию, спускающуюся к себе Одина, ну, и вот как-то так. Чаще всего люди контактировали с духами, то есть они искали благоволение духов, например, там, лесных духов, ланд, ветер, или же женских духов, дисер, или же альвов. Альвы — это такие духи предков. Или же там защитников скота, великанов, Бергбу их называли. Люди, которые, например, занимались магией, они контактировали с троллями. Тролли вообще это интересные такие существа. В прогерманском тролля называли примерно как Ктруцла, что и переводится как некий такой злой дух, великан, монстр там и так далее. То есть, ну, в принципе, всегда считали, что это злые сущности, потому что они могли убить человека, который гулял в горах, просто сбросив ему там камень на голову. А также вот эти тролли были такими оборотнями. То есть они могли приходить, например, в поселение в виде волка, да, там, и съедать скот там, или похищать его и так далее. И поэтому, когда христианство пришло в Скандинавию, то вот этих вот всех духов, троллей, их загоняли колокольным звоном, загоняли подальше от людей, подальше в леса, потому что считалось, что все эти духи боятся колокольного звона. В саге о Гретере мы встречаем песнь Хальмунда, и вот в ней видно вот это отношение, да, то есть до христианства людям постоянно приходилось взаимодействовать с этими духами, как-то договариваться с ними или еще что-то, а потом они уже воспринимались исключительно как абсолютное зло. И вот в песне Хальмунда есть такие строчки: «Я умерщвлял вражье племя жителей скал, род великанский, уничтожал всякую нежесть, ублюдков троллей, бил нещадно». Еще, кстати, полагали, что тролли — это некая помесь людей с великанами. Поклонялись богам скандинавы в основном в дни больших праздников, которые проводили 2 раза в год: в день зимнего солнцестояния и в день сбора урожая. Праздник назывался блот. Это древнескандинавское слово блота. Этот глагол переводится как предлагать или приносить в жертву. И проводил этот ритуал так называемый годи, жрец. В этом ритуале люди ели жертвенное мясо животных и пили медовый напиток. В конце осени проводили альва-блот. Альвы — это такие коллективные силы предков. То есть этот ритуал, скорее всего, касался поклонению именно предкам и жизненной силе семьи. Также был диза-блот — поклонение женским духам дисов. Тут его проводили женщины, так как они обладали такой важной ролью в германо-скандинавском мире. То есть роль женщины в качестве жрицы можно понять, потому что женщина, она лучше чувствует тонкие миры,
она более чувствительна, именно поэтому женщины чаще, например, занимаются магией. И есть интересный случай, который касается именно старой Упсулы в Швеции. В скальдической песне «Перечень инглингов» рассказывается о том, как некий конунг Адильс во время жертвоприношения Дисом посмел перейти через капище на коне, после чего его конь сразу же споткнулся, конунг упал, ударившись головой о камень, сразу умер. Говоря о старой Упсуле, Адам Бременский в своих деяниях архиепископов Гамбургской церкви описывает, что там находилось 3 главных идола, то есть Тору, Одину и Фрейру, и любой, кто попадал в Упсулу, он оказывался в таком царстве сверхъестественного. Там творилась политика, там проводился тинг конунгов свеев, и раз в 9 лет проводили Великий Блот. И это подтверждает мой тезис о том, что поклонение богам было на самом деле достаточно редким явлением. Потому что все вот эти статуэтки богов, какие-то украшения, подвески, там, не знаю, молоточки Тора, в основном, они были найдены именно в крупных местах поклонения, да, таких как шведская Упсула или Мэри в Норвегии. На одном из дизаблотов в жертву был принесен шведский король из рода инглингов Дамальде. Интересно, что инглинги ведут свою родословную напрямую от бога Фрейра. Удача короля – это удача его земли, и правление вот этого короля Дамальды сопровождалось постоянными неурожаями. Шведы проводят дизаблот, приносят в жертву валов в храме Упсулы, это не помогает. На следующий год приносят в жертву людей, потом становится еще хуже. И на 3-й год в Упсуле собирается тинг всех шведов, и вожди решили принести в жертву короля. Его кровью окропили идолы, и после этого урожаи возобновились. Именно этому сюжету посвящена прекрасная картина, которая хранится сегодня в Стокгольмском музее.